Продолжение необычной экспериментальной карьеры за молодежную академию РБ Лейпцига. Сейчас вас ждет обзор третьего сезона, но для начала, если у кого-то есть какие-то вопросы по поводу самой концепции, как это работает, то есть карьера за молодежную академию, просьба ознакомиться с вот этим видео. Это пролог, предыстория, там я обо всем расскажу, чтобы у вас просто не возникало лишних вопросов. Ну а мы, собственно, приступаем. Также, если вам интересно расписание видео или другие новости моего канала, в описании есть ссылочка на группы в Телеграме и Инстаграме. Вот она, новая партия 5 молодых талантов из РБ Лейпцига. Если честно, крайне разочаровывающие здесь кандидаты. Есть только один Нуньес, нападающий, довольно хороший. Остальные ни один даже миллиона не стоит. Но в любом случае для экономики РБ Лейпцига это будет хорошо. Тем более цены у них очень хорошо изменились. Например, вратарь теперь стоит 6,5 миллионов, почти 2 миллиона защитник, 3 миллиона, 290 тысяч. Вот это, наверное, самый слабый кандидат. Ну и нападающий с рейтингом 86. Вот это, пожалуй, будет самым интересным кандидатом. Под основу, ну или как минимум под ротацию. Ну а как вообще сложился сезон у РБ Лейпцига? Началось все с победы над Гамбургом в Бундеслиге со счетом 3-0. Затем 2-0 победили Айнтрахт, но сыграли на нулевую ничью против ФК Аугсбурга. А вот то, что в первом же раунде Кубка Германии РБ Лейпциг вылетит от Бохума со счетом 2-0, вот это действительно провал. Но зато дальше обыгрывают Вердер с разгромным счетом 4-0, 1-2 побеждают Вольфсбург, а в первом туре общего этапа Лиги Чемпионов одолели ПСВ со счетом 1-2. Затем справляются с Штутгартом 3-1 и проигрывают с минимальным счетом ФК Юниону Берлину. Что касается Лиги Чемпионов, то там снова победа над Бешикташем 1-4. Затем минимальная победа против Фрайбурга и снова матч Лиги Чемпионов, где они справились с Барселоной с минимальным счетом. Но вот Леверкузенскому Байеру проиграли 3-1. Затем минимально выиграли Боруссию Мюнхен-Гладбах. 3-0 обыграли Хофенхайм, а в общем этапе Лиги Чемпионов уступили Арсеналу, правда всего лишь с минимальным счетом. А вот против Дортмундской Боруссии произошел настоящий позор, 5-0. Но зато дальше с минимальным счетом переиграли Герту, Галатасарай в Лиге Чемпионов тоже выиграли 2-1, но вот против Баварии ждал очередной позор, 4-1 поражение. Ну и снова после такого позора мы видим минимальную победу, в этот раз над Майнцем. Также справляются с клубом Брюгге 2-0, переигрывают Кёльн в гостях с минимальным счетом, а вот против Хайденхайма, к сожалению, нулевая ничья. И на этом моменте закончился декабрь месяц, значит, те самые 5 молодых футболистов, которые я вам показывал, возвращаются в расположение РБ Лейпцига. Что же дальше по результатам было? Сначала Гамбург переиграли уверенно со счетом 4-1, потом в Лиге Чемпионов одолели Монако 3-1, 2-0 переиграли Айнтрахт, 4-1 вынесли ФК Аугсбург и, к сожалению, прервали победную серию минимальным поражением от Атлетико Мадрида в общем этапе Лиги Чемпионов. Этот матч ознаменовал завершение общего этапа Лиги Чемпионов, который РБ Лейпциг закончил очень хорошо. 6-я строчка, попали в топ-8, соответственно, будут ждать противника в 1/8 стадии. А пока что нужно сосредоточиться на матчах Бундеслиги. И тут победа над Вольфсбургом 4-1. Но сразу после минимальное поражение от Вердера. Потом 4-1 переиграли Штутгарт и снова минимальное поражение от Юниона. И снова уверенная победа 5-1 против Фрайбурга. Ну и опять уже по классике поражение от Леверкузенского Байера 1-4. Что касается Лиги Чемпионов, в 1/8 стадии они попали на Манчестер Юнайтед и в первом матче уже проиграли 4-1. Шансов отыграться крайне мало. Но зато в Бундеслиге с разгромом побеждают Хофенхайм 4-0, а потом еще разгромнее побеждают Боруссию Мюнхен-Гладбах 5-0. Ну а в ответке против Манчестера Юнайтеда обозорились еще больше. 1-3 поражения. Общий счет 7-2. Позорнейший вылет. Но зато после этого побеждают Дортмундскую Боруссию со счетом 2-1. Но, к сожалению, упускают 3 очка в матче против Герты. Майнц 0-5 разгромили со счетом 5-1 в гостях. Потом с Баварией сыграли на нулевую ничью, что в целом неплохо. Победили Кёльн 3-1. И в завершающем туре одолели Хайденхайм с таким же счетом 1-3. Что касается итогов чемпионата, то РБ Лейпциг финишировал на 3-й строчке, то есть выше, чем в прошлом сезоне. 72 очка, не сказать, что прям много. По забитым голам 4-е в таблице, причем с довольно большим запасом. А вот в плане обороны по пропущенным голам идут 3-й. Ну, с конца имеется в виду лучшая оборона. Вот это, наверное, замечательный результат. Что касается гонки бомбардиров Бундеслиги, лучший игрок РБ Лейпцига на 7-й строчке это Опенда, забивший 18 голов. А вот лучший по ассистам игрок, отдавший 10 голевых, идущий на 11-й строчке, если я, конечно, правильно посчитал, ну, в целом неплохо.
Ну а теперь самое интересное, давайте подведем итоги, как изменилась команда вообще за этот сезон. Вот так вот выглядит команда в конце этого сезона, и если честно, у меня здесь есть много вопросов. Во-первых, и это, наверное, вообще последнее, что касается плюсов, у команды рейтинг вырос до 85, то есть плюс 1. А вот что касается остального, это какой-то бред. Во-первых, регрессировали на минус 6 рейтинга по сравнению с прошлым сезоном. Это очень плохо. Во-вторых, из игроков, прошедших через нашу молодежку, остался только один футболист, хотя раньше было 3. Видимо, команда распродала других. Ну или они где-то там в ротации находятся. Что меня больше всего удивило, это то, что тем самым единственным игроком остался вратарь с рейтингом 79. Хотя в прошлом сезоне у него был рейтинг 81, при том, что ему что-то типа 16-17 лет, регресс у него никак не мог случиться, поэтому это какой-то прикол от игры. Я помню, что выходили какие-то обновы, типа то, что слишком быстро прокачиваются молодые игроки, как-то разрабы что-то там сделали, чтобы это фиксилось. Ну, видимо, в нашем клубе, когда мы на пик выводим игроков, это не фиксится, но когда мы передаем в руки другому клубу, то, походу, вот так вот скосили ему немножечко рейтинг. Я не знаю, он потом потянется или это уже все, конец, у него такой будет рейтинг, но это довольно странная история. Но что касается среднего рейтинга стартового состава этой команды, то в прошлом сезоне был 85, а теперь 84,5. То есть наполовину скосилось, ну, как раз таки те самые минус 6, о которых я говорил. Что касается результата моей академки, ну, то есть Red Bull Зальцбурга, то сезон у нас получился тоже не самым выдающимся. Напомню, в прошлом сезоне мы закончили всего лишь на 3-й строчке, из-за этого участвовали в квалах к Лиге Европы, и в первом матче мы сыграли на нулевую ничью против киевского Динамо, а во втором минимально уступили. В итоге 1-0, вылет в первом же раунде квалов, и мы остались без Еврокубков. В чемпионате 2 круга мы сыграли вообще очень уверенно, шли уверенно к чемпионству. В третьем круге мы откровенно начали терять очки, но этого все равно не было достаточно, чтобы мы упустили чемпионство. Так что один титул есть. Но в кубке все так же вылетели во второй стадии, в четвертьфинале Штурм Грац, довольно сильная команда по местным меркам, мы отлетели по серии пенальти. Ну а РБ Лейпциг тоже не сказать, что хорошо провел этот сезон. Кубок закончил в первом же раунде, это типа 1/32 стадия, сразу же вылетели от Бохума. В Лиге Чемпионов в целом отлично. Успешно вышли сразу же с топ-8 в 1/8 стадию, но вот там откровенно опозорились против Манчестера Юнайтеда. Так нельзя было играть. Ну и в чемпионате есть прогресс. Топ-3, к сожалению, до чемпионства еще далеко. В целом, что-то как-то до трофеев далеко, учитывая, что команда срегрессировала. Опять же, не везет с генерацией молодых топовых талантов. В этот раз довольно слабые были футболисты. Один только нападающий был нормальный, и то не под основу, разве что под ротацию. Ну, что клуб что-то там заработал, как-то там, я не знаю, как у них там экономика работает, но средний рейтинг команды все равно будет расти, так что надеюсь, что результаты долго не заставят себя ждать. Посмотрим, что будет уже в следующем выпуске, то есть в 4-м сезоне. Ну и надеюсь, что это видео вам понравилось. И если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом. Нажимайте на колокольчик для уведомлений. И желаю вам успеха и надеюсь, увидимся в следующем выпуске.